Большинство ассоциаций при упоминании этого зверька связаны с дурным запахом, который перекрывает все остальные свойства животного. А между тем это невероятно умелые хищники, которые играючи справляются с ядовитыми созданиями и по бесстрашию вполне могут посоперничать с семейством куньих. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и герои сегодняшнего выпуска смелые, находчивые и вечно голодные скунсы. Переходим к делу. Семейство скунсовых состоит из 4 родов, включающих в себя 12 видов, 10 из которых – коренные обитатели Северной и Южной Америки, и лишь 2 – недавно причисленные к семейству жители островов Индонезии, получившие не самое благозвучное название – вонючие барсуки. Чтобы накопить жировые запасы, скунсы вынуждены постоянно искать добычу, но большую часть дня они проводят в убежище, оставленном другими животными или выкопанном собственными силами. Пятнистые скунсы – самые маленькие члены семейства. При длине тела около 50 см их средняя масса всего 1 кг, что делает этих хищников невероятно проворными. Они с легкостью прыгают, забираются на деревья и проникают в самые укромные места, что дает весомое преимущество при поиске добычи. С наступлением темноты маленький охотник начинает разведку. Однако среди камней может скрываться не самая безобидная добыча. Жало скорпиона смертельно опасно для мелких млекопитающих, но скунс менее восприимчив к ядовитым уколам. К тому же в засушливых краях выбирать не приходится. У зверька неважное зрение, но отличное обоняние, которое подсказывает точное направление к цели. При обнаружении добычи охотник сразу переходит к трапезе, мелкими, но острыми зубами лишая скорпиона главного оружия. Восточно-мексиканский или белоносый скунс – один из крупнейших в семействе. Но несмотря на размеры, основным объектом поиска хищника становятся личинки насекомых. Вооруженный огромными когтями, он с легкостью раскапывает землю и переворачивает бревна и камни, добираясь до труднодоступной добычи своей вытянутой мордой. Пожалуй, самый известный представитель семейства – полосатый скунс. Помимо насекомых, составляющих основу его диеты, всеядный зверек не брезгует и растительной пищей. При этом встреча с опасными соседями совершенно не смущает бесстрашного хищника. С легкостью уклоняясь от выпадов змеи, он невозмутимо продолжает поиск пищи. Природная ловкость позволяет ему успешно охотиться даже на проворных грызунов, на которых хищник напрыгивает сверху и методично забивает лапами. Но вернемся к пятнистому скунсу, которому явно не хватило съеденного скорпиона. И на этот раз он натыкается на действительно крупного противника. Это бычья змея, одна из самых длинных в Северной Америке. Потревожив отдыхающую рептилию, скунс переходит к поиску уязвимых мест, совершенно не обращая внимания на протесты и попытки защититься. С завидным бесстрашием он исследует потенциальную добычу, но мелкие зубы не пробивают змеиную броню. Охотник с легкостью выбирается из ловушек и избегает выпадов, не прекращая свой натиск. Наконец, он добирается до головы и множественными укусами склоняет перевес в свою сторону. Приложив максимум усилий, умелый охотник все же справляется с задачей и победоносно относит добычу в сторону, где незамедлительно приступает к трапезе. Свои скромные размеры пятнистый скунс компенсирует акробатическими способностями. Пытаясь казаться крупнее, зверь встает на передние лапы, и это последнее предупреждение перед химической атакой.
Обладая крайне эффективным химическим оружием, скунсы не отличаются особой осторожностью. Они не могут быстро бегать, но крупных хищников, рассчитывающих на легкую добычу, ждет крайне неприятный сюрприз. Стоит лишь нарушить невидимую границу, как зверек активирует расположенное под хвостом железы, с поразительной точностью выстреливая на расстояние до 3 метров. Защитная жидкость вызывает головокружение, сильную тошноту и даже временную слепоту, что надолго отбивает желание преследовать черно-белого разбойника. Причем жидкость, попавшая на шерсть или кожу, может сохранять стойкий запах в течение нескольких недель. За короткий период скунс может выстрелить до 8 раз, но обычно одного более чем достаточно. С наступлением холодов животные укрываются в норе и погружаются в крепкий сон. Хотя это нельзя назвать полноценной спячкой, ведь в случае потепления хищник просыпается и отправляется на поиски добычи. Ведя одиночный образ жизни, самцы вполне терпимы к самкам, но крайне агрессивны по отношению к себе подобным, особенно во время брачного периода. Схватки бывают жестокими, порой они могут длиться более часа и заканчиваться смертью одного из животных. Однако, несмотря на уровень агрессии, соперники стараются не использовать секретное оружие, чтобы не пропитать стойким ароматом собственную шкуру. Весной в глубокой норе рождаются от 2 до 10 детенышей, а иногда даже больше. В первые дни они беззащитны и беспомощны, но уже в возрасте 3 недель малыши способны применять химическую атаку. Одним из главных врагов скунсов являются совы, и виргинский филин в частности. Имея превосходное зрение и слух, он не нуждается в развитом обонянии, поэтому почти не чувствует губительного аромата животных. Кроме того, внезапное нападение не оставляет скунсу времени на защиту. Чтобы не стать легкой мишенью, семейство старается передвигаться как единое целое. В любом случае, более половины молодняка гибнет от болезней и хищников, а в самых северных регионах лишь 10% зверьков переживают свою первую зиму. Самым везучим и приспособленным суждено прожить до 7 лет, но чаще срок жизни в природе не превышает и 3. Соседствуя с человеком, животные приносят ощутимую пользу, поедая вредных насекомых и регулируя численность грызунов. Но с другой стороны, они являются переносчиками бешенства и могут нападать на домашнюю птицу. Тем не менее, за счет плодовитости и превосходной защиты большинство видов довольно многочисленны, и в целом благополучию этих удивительных обладателей уникального аромата ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!